Привет, ребята! Сегодня мы рассмотрим новинку от фирмы Narval. Narval Freo, или как он называется на китайском рынке, Narval 002. Это продолжение модели 001, 001 Max, которая выпущена в таком же корпусе, но другого цвета. Видите, как они отличаются, прошлая модель и новая модель слева 002. У робота исчез лидар вверху. 002 теперь выпускается еще встроенная версия, без бачков. Вот видите, какие размеры со станцией. И в компактной версии без бачков. Также робот уменьшился в размерах с 11 см до 9,5 см. И главное нововведением Narval Flow является то, что у него теперь вместо двух круглых, вернее треугольных тряпок появился гусеничный валик. Напоминаю, что у Dreamy тоже есть такая модель для китайского рынка, MOVA G30 называется. Длина этого валика аж 27 см, и он умеет выезжать вправо. Валик очищается в реальном режиме, там есть скобы, которые с него выжимают грязную воду. Там есть бачок для грязной воды в роботе, где он собирается. Что интересно, в бачке с грязной водой есть такой миксер, который перемешивает грязь, чтобы она там в комки не превратилась. Увеличилась сила прижима робота до 12 N, было 8 N. Рассмотрим конструкцию этого гусеничного валика. Видите, как он интересно раздвигается в сторону. Вот так валик выглядит по сравнению с валиком от того же, например, Ковакса, у которого валик такой круглый, и у него контактная площадка очень маленькая по сравнению с гусеничным валиком. Под валиком расположены 16 отверстий, которые постоянно смачивают валик горячей водой 45 градусов. Здесь вы видите, как гусеничный валик отмывает лучше по сравнению с круглыми тряпками. Ему требуется много меньше проходов, и грязь не размазывается. За счет того, что валик сразу очищается в реальном времени. При мытье вдоль стен валик выдвигается вправо и промывает вдоль стен. Единственное, что углы он все-таки не может идеально вымывать. Циклонный валик сохранился, такой же, как и в прошлой серии. Европейское название прошлой версии Narval Freo Z Ultra. Так же, как у прошлой версии, здесь две боковых кисточки. Единственное, что изменилось, они теперь разные, и правая кисточка у нее один луч из двух длинный, для того, чтобы лучше выметать в углах. А два луча сделаны для того, чтобы не наматывать волосы. Вот так они складываются вместе, чтобы себя сбрасывать волосы в циклонный валик. Следующим нововведением является переезд препятствий 4 см. Он теперь может подниматься как роборок на дыбы и переезжать 4 сантиметра. Раньше было 2 сантиметра только. В прошлой версии 001 или Freo Z Ultra. Ну и за счет того, что уменьшился высота робота, за счет того, что они убрали лидар, переместили его на заднюю часть, что очень интересно. Теперь робот может проезжать под некоторыми низкими меблями. Вот так вот выглядит поддон. Емкость для сбора мусора в роботе не изменилась. Мешок для пыли базовой станции остался такой же, 2,5 литра, но исчезла, как вы видите, емкость для моющей жидкости. Следующим интересным нововведением стало то, что на коврах он заглубляет вниз валик для лучшего уборки ковров. Система распознавания объезда препятствий осталась такая же. Это бинокулярные две камеры, что отличает этого робота от всех его конкурентов, где всего лишь одна камера. Бинокулярные камеры создают трехмерную карту объектов. Напоминаю, что у Narval лучшая система распознавания объезда. Благодаря своим камерам, благодаря ИИ, роботы Narval очень близко проезжают возле препятствий, не запутываются в проводах. Провод могут прям в миллиметрах проехать по всей длине. Другие роботы далеко провод объезжают или запутываются. Еще интересной особенностью является то, что когда робот с помощью своего ИИ распознает сильное загрязнение или воду на полу, жидкость, то он начинает поворачиваться задом и убирать
задней частью, то есть не передом едет, а задом, чтобы не мочить боковую щетку. На базовой станции раньше был такой кружок с 4 кнопками, сейчас осталась только одна кнопка. Баки большие, 5 литров чистая вода, 4,75 грязная вода. Ну и, конечно же, в роботе есть подсветка между двумя камерами, яркая LED-лампа. В китайской версии есть DeepSeek GPT. В европейской версии пока еще не вышла модель, неизвестно, что там будет с искусственным интеллектом. Ну как вам новый робот Нарвал? Мне очень нравится. Вообще мне нравится Нарвал. Интересные роботы в интересных корпусах с интересными технологиями, которые отличаются от привычной нам тройки Arabarok, Dreamy, Ecovacs. Классно, что они выпустили компактную версию, раньше у них такой не было. Ну а насчет главного нововведения гусеничного валика, я считаю, такие вообще роботы нужны тем, у кого сильное загрязнение в доме бывает. Тем, у кого просто протирать пыль, как, например, мне, вполне достаточно робота с круглыми тряпками. Мне там ничего особо оттирать не нужно в доме. Что касается цены, этот робот стоит как топовые роботы Dreamy, Arabarok. Если бы я сейчас себе покупал нового робота, то купил бы встроенный такой Narval Flow 002. Да, этот робот прям не какие-то нововведения сумасшедшие не делает, он просто делает все вещи, которые есть у других конкурентов, достаточно хорошо, что является большим плюсом. А на этом все. Пока.